Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Еще вчера руководство антикоррупционного комитета в лице Никиты Михалкова, актера Александра Домогарова и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова сделали жесткое заявление, в котором сообщили, что отомстить за их друга и соратника товарища Бастрыкина – это дело чести всего антикоррупционного комитета. К слову сказать, что несколько дней назад преступные элементы спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с участием семьи товарища Бастрыкина и его служебного водителя, когда товарищ Бастрыкин возвращался с загородной дачи. Автомобиль Александра Бастрыкина, в котором находились сам товарищ Бастрыкин, его супруга и служебный водитель Иван Дмитриев, не справился с управлением и, избегая лобового столкновения с пассажирским автобусом, ушел в кювет. В результате аварии тяжелые травмы получил служебный водитель Иван Дмитриев, а супруга Александра Ивановича скончалась на месте от полученных травм. Сначала появилась информация, что авария – это роковая случайность и несчастный случай. Однако спустя сутки после напряженного расследования появились более достоверные сведения. Оказывается, автомобиль Александра Бастрыкина перед поездкой был поврежден, а именно была сломана тормозная система. Более того, в деле оказались замешаны представители преступной группировки города Москвы и водитель пассажирского автобуса Никита Крылов. После дорожно-транспортного происшествия в результате двух допросов водитель пассажирского автобуса Никита Крылов сознался, что за 2 дня до происшествия он получил 50 тысяч евро за создание аварийной ситуации на дороге от незнакомых людей, которые впоследствии оказались членами московской преступной группировки под названием «Ореховская». Был ли замешан в деле служебный водитель товарища Бастрыкина Иван Дмитриев, пока неизвестно, ведь на данный момент он находится в тяжелом состоянии. Однако у следствия могут возникнуть вопросы к служебному водителю, почему тот не проверил исправность автомобиля перед выездом. Сотрудникам антикоррупционного комитета и органам полиции хватило 2 дней, чтобы найти и обезвредить преступников, главных виновников нападения на товарища Бастрыкина. 3 из 4 исполнителей преступления нападения на товарища Бастрыкина погибли при задержании. Были арестованы 4 главаря преступной ОПГ «Ореховская», и на данный момент они дают показания. На данный момент рассматриваются 2 причины нападения на товарища Бастрыкина. Первая версия криминальная. Якобы нападение на товарища Бастрыкина могло быть связано с личными счетами преступной группировки «Ореховская» с начальником Следственного комитета. Еще несколько лет назад товарищ Бастрыкин арестовывал многих членов данной группировки. Однако есть и вторая версия – заказная. Члены преступной группировки под названием «Ореховская» могли быть простыми исполнителями и выполнять задания, требования врагов и недоброжелателей антикоррупционного комитета и лично товарища Бастрыкина. Существуют ли такие заказчики в действительности и кем они являются, на данный момент выясняет следствие. Все главари ОПГ «Ореховская» находятся в следственном изоляторе города Москвы, проходят допросы. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня большой праздник в рядах антикоррупционного комитета. 4 сотрудника организации побывали на приеме у Верховного Главнокомандующего, где были удостоены высоких правительственных наград за свой вклад в развитие страны и борьбы против коррупции и преступности. Высокими правительственными наградами, орденами мужества были награждены следующие члены организации: актриса Анастасия Вертинская, певица Ирина Аллегрова и 2 известных актера Евгений Сидихин и Алексей Кравченко.
Через несколько дней руководство антикоррупционного комитета Никита Михалков и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выезжают в Ставропольский край, в частности в город Пятигорск, для проведения антикоррупционной проверки. Известный певец и член антикоррупционного комитета Лев Валерьянович Лещенко полностью восстановился после тяжелых травм, полученных в марте этого года. Теперь известный певец с полной отдачей сил участвует в антикоррупционных проверках. Сегодня свой день рождения празднует известный советский и российский актер театра и кино, юморист, пародист, телеведущий и музыкант Юрий Стоянов. Юрию Николаевичу Стоянову исполняется 67 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.